Ну, цинк. Бог с ним. Сейчас уже ночь, 10 мая, и мы поднимаемся на крышу, как мне сказали, замка тамплиеров, где дом Глеба Смирнова. Я с ним не знаком лично еще, но мне сказали, что это гений, честно, говорю как есть. Посмотрим, но самое главное, что мне сказали, что это главный искусствовед по всей Венеции. Мне очень интересно, что у него за дом, потому что мне рассказывали про невероятную крышу с фантастическим видом на дворец Дожи и на Венецию. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы снимаете видео? Точно. Так, почти все по плану, не считая того, что здесь нет Глеба. Душистые, густые, свою головку. Мы сидим в одной из комнат этого прекрасного дома с Глебом Смирновым. Что такое Венеция и почему ты здесь? Вообще она просто счастье. В том смысле, почему она счастье? Потому что она просто тебя не зачухивает. Ну, ты выходишь, допустим, там, условно говоря, по делам купить перегоревшую лампочку, да, вот это дело. Вот. Да. И ты выходишь не в город какой-то чужой, а выходишь в продолжение твоего, твоей гостиной, твоей спальни, если угодно. Но в целом, вообще общаться с людьми не надо в Венеции. Надо быть, для того, чтобы хорошо побывать в этом городе, нужно быть качественно, уметь быть одному. Очень важная вещь. То есть, более того, не рекомендуют сюда приезжать любовным, как называется, парам, да, то есть, так сказать. Слушай, ну, по-моему, этот город всегда славился именно. А вот фиг. Интересно. Да, наоборот, ровно наоборот. Это подстава. Если ты сюда приезжаешь на слюнях, то Развод. То сразу развод. Это правда постоянно случается. Это не. Да, я понимаю. Ты знаешь факты, я понял. Я знаю факты, и это понятно, почему это происходит, потому что она очень ревнивая, она все-таки женщина, хоть и в летах, но очень, такая, так сказать, матрона, да, мадам, которая, в общем, умеет заставлять себя любить и платить за это, в общем. Вот. Почему хороша Венеция? Потому что это то самое место, где, наконец, можно перевести дыхание, разоружиться и поговорить о вещах, о которых мы в других местах забываем говорить. Где вот мы обычно живем. Ну да. Магадан. Или Владивосток, или Москва та же какая-нибудь. Почему-то вспоминается, что есть такие вещи, как, например, поэзия. Да, в других городах это абсолютно как катком, да, проехала. То есть у нас там уши отдавлены прежде всего, да. У нас слишком много давит на уши в городах современных. Да. Тусклый зрачок казня за стремление запомнить этот пейзаж, способный обойтись без меня. Вот если есть в человеке что-то творческое и что-то, что если он чувствует, что он вот в чем-то может себя реализовать вот с точки зрения творчества, то когда он прилетает в Венецию, он это начинает чувствовать. Скорее, понимаю, о чем вы говорите, скорее это наоборот, он начинает чувствовать, как она его гнобит своим великолепием. Ну да. То есть это вдохновение от обратного. Да? То есть она тебе дает понять, как ты ничтожен. Это очень ценное чувство. Когда ты чувствуешь, как ты ничтожен, ты хочешь встать на цыпочки, ты хочешь все-таки быть другим. Лучше, да. И она тебе бросает просто вот вызов, да, вот это знаменитое дурацкое слово challenge, да, которое сейчас все по-русски вызов, в общем-то. Да. Вызов, давай тоже сделай что-нибудь. Да. Как у Мандельштама. И я когда-нибудь бессмертное создам. Точно. Она тебе абсолютно потому что ты садишься так вот. Ну не для всех, все равно это на мостик говоришь, так, подожди секундочку, а я что вообще сделал в этой жизни? Знаете, рай не для всех. Да.
Рай — это место, которое, ну, принимает тех, которые его заслуживают. А нужно работать раз для того, чтобы заслужить. Вообще надо всем работать. Мы забыли, что такое работать. А на самом деле самое счастливое времяпрепровождение. У Бодлера было. Бодлер где-то было, он говорил: Господи, говорю, как же это скучно развлекаться. А это то, чем мы сейчас занимаемся постоянно. Мы развлекаться пытаемся. И ничего скучнее я вообще не знаю. А вот не скучно это сидеть и работать, когда у тебя, когда ты делаешь Потому что вещи. видишь результат, а когда ты развлекаешься, результата не видишь. Нет, результат вообще не важен для человека, который вот по-настоящему работает, ему важен процесс. Результат, конечно, как некий результат процесса. Окей, так сказать, обрезали, пошли дальше работать. да, но да. счастье не в результате, а в Когда ты к делании. этому идешь. Тогда, когда у тебя там Да. это все... Согласен. Слушай, Глеб, мне очень интересно, я думаю, что и зрителям, про историю этого дома. Потому что, как говорил наш общий друг, это замок тамплиеров. Но это все, что он знал. Ты знаешь больше. Замком я бы его не стал называть, что замок — это другая типология постройки, да, там стены, бойницы, подвесные или мосты. Я рвы и согласен, если честно. прочее. Можно назвать его палаццо, да, потому что, вообще говоря, слово палаццо, оно изначально обозначает в итальянском языке, изначально в латыни, естественно, палацио. Это то место, где заседает некая власть. Все это находилось на холме Палатин. Да? Палатио обозначает, собственно, вот тот самый холм, одновременно, где всегда заседала власть в Древнем Риме. В итальянском потом это перекочевало. Не только в итальянский, во все другие языки. Палаццо, палас, пелос, да? По-французски и так далее. Пале, отсюда же идет французское. И даже русское палаты. Причем заметьте, что в русском языке сохранилось не только само слово, но еще и значение этого слова. То есть это только палаты в старину на Руси. Это были, вспомним, горновитые палаты, да? Рявкни на них! Да. Это было то место, где, собственно, жил, работал, так сказать, великий князь или царь впоследствии, да? Московский, не только московский. И в данном случае это можно назвать палаццо, потому что, то есть дворец, да, лучше дворец, потому что здесь заседало очень в свое время мощный носитель власти вообще по всей Европе, а именно тамплиеры, до того, как их, соответственно, пожгли в начале XIV века. Пожгли, либо расформировали, либо, так сказать, разогнали по-разному. В общем, до того, как они перестали существовать. Исчезли, да. Или переродились во что-то другое, там, дальше Мальтийский орден и так далее. Вот. И здесь о всем это, то, что вот под нами, да, это такой конгломерат домов 10, 11, 12 и 13 веков. Поэтому здесь нет единого архитектурного плана никакого. Да? Видите, да, здесь пристроили это, потом вот это, потом вот это. И из одной старинной карты я выяснил... Вверх, внизу. Опять что-то невразумительное. Там было написано «Casa dei Templari», то есть дома рыцарей-храмовников. Впоследствии потом это стал, когда, собственно, разогнали тамплиеров, он стал принадлежать этим графам Риццо. Они сейчас тоже уже, как вам эти? Прекрасно, да. Катушки, чайки. Да. Они, кажется, в 19 веке тоже... Вот она, прям, смотри, как близко. Ну, хорошо, что еще на нас не пикируют. Пикируют, наверное. К деньгам зато. Утешением для наших... Твоих больших компаний. Всякий раз, когда кто-то сюда, значит, поднимается и чертыхается, и, соответственно, или когда я это делаю с провизией, с покупками, значит, из магазина здесь неподалеку, то утешением в подъеме может стать то обстоятельство, что, скорее всего, по этим лестницам, такова моя гипотеза, довольно правдоподобное, утешение может быть то, что именно по этим лестницам поднимался своими старческими ножками сам Данте Алигьери. Это выше! Давно известно, что Данте весьма, так сказать, дружил с тамплиерами. И он, пару раз приезжая, как известно, с дипломатическими миссиями в Венецию из своей далекой Равенны,
не мог не заходить к ним в гости. Это очевидно. Следовательно, сюда. И, скорее всего, поднимался по этим же лестницам. Вот. То есть, в принципе, можно сказать, что мы стоим на той же стопам крыше. Данте. Спрошу тебя тогда про биеннале, так как это логично для выпуска. Это Немножко. логично, как сказать. Логично, ну и патологично. Смотри, про биеннале ничего не сразу скажу, ничего не видел пока что. То есть общие теоретические вещи про биеннале с удовольствием. Соображения, которые имеют отношение и к этому биеннале, ко всем остальным, предыдущим и будущим тоже. То те люди, которые попадают, и все это прекрасно понимают, попадают сюда в качестве художников павильона или там каких-то других проектов, они, естественно, на рынке после этого, так сказать, их цены они повышаются автоматически. Но не в этом дело. Именно поэтому биеннале так нас всех разочаровывает. Настоящий смысл биеннале, немножечко, сейчас будет немножко мистики, да, в том, что в этот момент, когда съезжается со всего мира, собирается со всего мира то, что, как думают кураторы, является релевантным, есть такое слово, то есть представительным для этого момента времени, это тот момент, когда само время, как некое, так сказать, такое, как Бог, да, смотрит очень внимательно на это биеннале, на эту Венецию, в ожидании, что произойдет чудо выявления времени. Что время мы увидим, да, вот в каком-то из проектов мы поймем, что вот это точное попадание в нерв времени, вот сюда. Знаете, так, цинк, цинк. Таких проектов. Вот поэтому... Чтобы завибрировало. Поэтому очень важный момент. Да? Повторяю, 90% из того, что мы видим, это, конечно, шлак. Но, к сожалению, говна 80%. Это не попадание, это молоко, да? Но, тем не менее, это само биеннале изначально создано было, задумано людьми, не знаю, давали себе в этом отчет или нет, но, тем не менее, подсознательно так, для того, чтобы здесь произошла манифестация времени. Две есть общие тенденции, которые почему-то в этом году просматриваются. Первое – это апокалиптическая тенденция, такая тревога, безумная тревога. Слышите, вы слышите, что творится вообще? Наконец-то мы доперли до тревоги. А второе, еще интереснее, это тенденция такой новой сакрализации искусств. Это было и в русском, в пушкинском проекте, да, с Крымовым. Это было и у Сокурова, естественно. Значит, то есть обращение такому, к сакральному контексту. Такому неоцерковному, если угодно. Не обратили внимания? И очень многие проекты были немножечко про это. То есть тенденция какая-то общая. Художники, кто такие художники? Это люди, которые немножко имеют ноздрю, да, улавливают какие-то правильные флюиды, так сказать, в то, что называется zeitgeist, да, дух времени. Дух надо улавливать. Дух же... Художники — это люди, которые улавливают дух времени. Совершенно верно. Это это давно известная истина, в общем. И этот дух времени они все равно улавливают, да, даже своими дурацкими какими-то, в общем, проектами, как могут. И они его, самое главное, что они его показывают. И почему-то вот в этом году эта тревога и апокалиптическая тревога, да, а тревога связана с тем, что мы дошли в своем... Я сейчас говорю банальности, конечно, но тем не менее, надо сказать. Не переживай. Мы дошли в своем вот этом изначальной, такой радостной, картезианской, бог с ним, в своем радостном технологическом вот этом прогрессировании, да, которое действительно, на самом деле, людям очень, очень по душе, да, то есть эти все айфоны и так далее, это действительно такое создание некого рая для каждого. Каждый находится в своем пространстве, которому уютнее, чем с другими. Мы живем в безумном мире. Здесь так сложно обрести внутренний покой. Мы потеряли то единственное, что всем нам нужно. Возможность провести немного времени со своим телефоном. Такой созданный рай, который мы сами себе создали, он почему-то заставляет людей тревогу испытывать. Что-то в этом не то. То есть это даже не связано с тем, что там атомная кнопочка и так далее. Один и тот же процесс, да, вот этого технологического развития человечества. Причем, в принципе, он приведет в итоге к концу.
потому что мы слишком беззащитны, Да, да. мы слишком недооценили человека, мы его переоценили. Точно. Это вот Мы тот сами самый, не понимаем, что мы можем сделать. да, вот тот самый просветительский проект, да, там Вольтера и прочих, там Дидро и прочих ребят, который был такой розовый, такой оптимистичный, да, вот, относительно человеческого рода, к сожалению, не очень... Ну, мы же знаем, кто у нас у власти. А это мы как бы. Ну, предполагалось, что люди настолько мудры, что они могут делегировать наиболее мудрых, да, и представителей своего рода. Получается немножко по-другому. Ну да. То есть все-таки деньги, получается немножко по-другому. Ну да. То есть все-таки деньги и прочее. Ну, сейчас мы не будем углубляться в эту философию, и так все понятно. Да. Как Рабинович, который И, раздавал... в принципе, раздавал пустые это листовки везде, согласись. Это в везде. целом по Это миру. не только в вообще. России, естественно. Абсолютно. Практически без исключений. Да. Наверное, если изучить, можно найти, но и то я Может, сомневаюсь. Швейцария какая-нибудь. Ну, в общем, сейчас не будем про Да. политику. что Да, называется. да. Как вот, если вот вкратце все-таки обосновался здесь ты, в каком году, как долго ты здесь уже? Венеция, это я вообще, страшно сказать, лет 20, если я не Лет сбился 20. со счету. Ага. Но у меня были разные дома. Это, можно сказать, первый такой более-менее буржуазный, да, где есть всякие удобства. До этого это было несколько более, как сказать, такие гнездышки, конечно, всегда были очень красивые, но, Да, здесь, наверное, все там красиво. нужно было быть, конечно, Да. несколько, да и помоложе, чтобы там вообще выдерживать режим жизни. Вот. И Значит, это точно любимое место всего Бамонта и интеллигенции российской. Это факт. ну, когда в Венеции происходят все эти там кинофестивали... Они съезжаются к тебе. Не все о нем знают, слава богу. Эти там недели кинофестивалей или там несколько дней биеннале открытия, да, слава Да. богу, это у меня происходит только 2 раза в году. Все остальное время я сижу здесь отшельником, никого не вижу. Посмотри внимательно на это лицо, кстати. Я часами на него любовался, знаешь, часами. Именно часами. Минуты, часами. Я с ней, знаешь, прекрасно видел. С ним. Даже немножко дичать начинаешь, да, то есть как бы навык светского общения, он все-таки необходимо его как-то поддерживать время от времени. Вот. И ради этого, собственно, и созданы для меня биеннале и кинофестивали. У одного поэта хорошего, еще ныне живущего, прекрасного поэта Дмитрия Сухарева была такая строчка: сейчас в этой жизни счастлив тот, кто не знает передышки. Ну, кстати, Это технический момент. блин, ну это гениально, слушай. Это именно так, да, то есть когда у человека есть проект, дело, да, и Слушай, я это 1,5 года вот когда ощущаю. ты не думаешь о себе, да, то есть счастливый тот, кто не думает о себе. В смысле, не копается в своих там из психологических вот этой всей этой хренотени, там, не читает женских мужских журналов там со знаками зодиака, значит, и так далее, да. Человек, который просто полон делом, у которого нет времени до себя. Да, который над собой, так сказать, который над собой, значит, в деле каком-то, да. Не деньги зарабатывать, естественно, потому что это не дело. Вот, разруливать какие-то другие ситуации, да, что-то понять про, например, про то, что такое искусство. Фиг поймешь. Вообще. А важнее этого нет Вообще. ничего, потому что искусство — это и есть тот самый рай, в котором мы, вообще говоря, можем прижизненно жить. Потому что мы слишком защищены от чудес. Тем, что у нас все есть, да, там и деньги, и телефоны, и навигаторы. Даже заблудиться уже не можем. Не можем. Точно. Даже Вот не это умеем заблуждаться. Это заблудиться. факт. Но причем не вся планета, согласись. Есть места, где до сих пор это осталось. Да, слава Но в целом, слава богу. Да, согласен, я понимаю. Приехать в Венецию и просто, Да. допустим, допустим, ты в отеле, у тебя все нормально, но хотя бы выйти из дома в качестве экстремального туризма, просто оставив
дома телефон и просто вот так вот направиться вот никуда без карты. Ну, И да. у тебя просто перед тобой просто хорошая архитектура, странная вот эта вся фигня. Если ты углубляешься куда-то от туристических троп и попадаешь в абсолютно пустой город, такое ощущение, что это задники сцены поставлены. И вот у тебя здесь начинается какое-то такое рождение чего-то другого, да? На самом деле ничего другого нового, а просто вспоминаешь, как вообще надо. Да. То есть быть Как надо. первопроходцем в месте, которое веками уже на самом деле намолено. Да. Но вот Чем удивить, вот, да? вот сказать, вот считать эту намоленность, Да. это здорово. И тогда ты понимаешь, как это ничтожен, Это но это да. очень полезное ничтожество. Это дорого стоит. Ключик за вас. Спасибо. Всегда. Слушай, Глеб, я что предлагаю? Во-первых, спасибо тебе за прием, за Венецию. Прием. Разыграть между значит, моими подписчиками, то, что я часто делаю, твою книгу «Ортодоксия» с твоим С удовольствием. Про это автографом. В этом году в Венеции появилось писание, написанное нашим соотечественникам, которое объясняет вообще весь смысл того, что происходит на Венецианском биеннале на протяжении уже века. Первое биеннале прошло, как я сегодня говорил, в 1895 году. Биеннале было учреждено, но вот биеннале оно проходит, но в принципе мало кто может дать ответ, а для чего вообще все это нужно. Для чего это создается? И с какой, собственно, радости сюда люди приезжают уже там какой- поколениями, да, и чего они от этого ждут, и вообще что это такое Да. вообще. Ну, я долго возился с этой темой. Вот, мы все давно ходим в театры, читаем книги, слушаем музыку, следим за современным искусством, пытаясь понять, что там вообще происходит и с чем это едят. Раз так обстоят дела, то рано или поздно надо было бы кому-то, этим кем-то стал я, почему-то другой не догадался этого сделать раньше, надо было просто самое главное. сфокусировать на этом История внимание, работы. да, собственно, преподнести общественности результаты этих наблюдений. Из чего получилась книжка, которую мы с долей юмора назвали «Священным писанием», да? Книга, которая преподносит искусство как вот такого рода деятельность. То есть в чем, иными словами, отвечающий на вопрос, в чем последний смысл, да, первый и последний смысл, вообще говоря, этой деятельности в искусствах любых. А вот теперь вопрос довольно интересный, вопрос на досыпку. Как отличить то, что есть реально современное искусство, от того, что всего-навсего делается просто сейчас? Это две разные вещи. Все, вот сейчас был идеальный вопрос. Абсолютно идеально сформулирован. Итак, друзья, наш вопрос с Глебом. Как отличить реальное... На основе какого критерия? На основе какого критерия отличить современное искусство От современничающего. от просто того, что делается сейчас? Вот так можно. Тот, кто из вас даст самый интересный ответ. И обоснованный. Обоснованный, да. Свое мнение. С удовольствием подарим вам эту книгу. Ура!